Все село жило в постоянном страхе перед маленькой Марфой, девочкой, родившейся в ночь, наполненную громом и молниями, когда небо словно раскалывалось на части, а дождь лил так, будто сама стихия решила вымыть землю и очистить ее от грехов. В ту самую ночь, когда разразилась буря, небо казалось бездонным и кричало так громко, что казалось, самое сердце мира разрывается на куски и развеется в темени. В темной хижине, вдали от людских глаз, родилась Марфа, с глазами, которые словно принадлежали ночному чудовищу, не просто детею, а нечто сильно древнее и зловещее. Они не были прозрачными, чистыми, как у новорожденных, а наоборот, черные, глубоко блестящие, с зрачками, вытянутыми и словно скользящими, как у змеи, способной загипнотизировать и парализовать свою жертву. Этот взгляд не давал никому покоя. Казалось, он проникает сквозь кожу и плоть, вынимая самые сокровенные страхи и тайны, от которых человек предпочел бы скрыться навечно. С первого дня своей жизни Марфа была окружена мраком и таинственностью. Все село ощущало, что в ней живет нечто неземное, нечто, что нарушает привычный порядок вещей и несет с собой ощущение предзнаменования. История ее рождения была окутана древними легендами и недоумением. Мать, Люба, была найдена мертвой буквально сразу после родов, лежащей неподвижно, словно затихшая в вечном сне. А новорожденная появилась как призрак, без единого крика, без обычного шума жизни, без привычной реакции, которую ожидали услышать вокруг. Эта тишина стала первым знаком, что перед ними не просто ребенок, а воплощение судьбы, которую никто не мог понять и объяснить. В старых сказаниях и преданиях говорили о таких детях, как Марфа, таинственных созданиях, что не принадлежат этому миру, но при этом ходят среди живых, несущих со собой тень и проклятие, от которых боялись и взрослые, и дети. Жители деревни испугались и старались сторониться девочки, боясь прикоснуться к ней не столько злобой, сколько глубокой тревогой и неведомым ужасом. Даже старики и бабки шептали в уголках своих домов, обсуждая, не послала ли им судьба что-то страшное и необъяснимое. То ли проклятие, то ли дар, способный обрушить на всех несчастье и смерть. Старушка Устинья, повитуха и женщина, прожившая долгие и тяжелые годы, умевшая читать знаки судьбы в звездах и ветре, почувствовала приближение зла еще в ту ночь. Сотни рождений, десятки смертей – все это было для нее привычным и понятным, но в глазах новорожденной была не просто темнота, а ужас и холод, что проникал в самое сердце. Устинья знала, что души таких детей, чтобы нести в себе столь сильное могущество и страх, редко обитают среди обычных людей. Они либо уходят в иные миры, оставляя за собой лишь дымку сновидений, либо становятся причиной бедствий и скорбей. Ее сердце сжалось от горя и страха, и она стала молиться со слезами на глазах, крестясь, вызывая святую защиту над душой маленькой души, чтоб та пустилась в путь светлый и больше не возвращалась в этот мир страха и боли. Кроме самой Устиньи и Варвары, женщины из соседнего дома, которая приняла Марфу под свою опеку с чувством глубокого сострадания и неизъяснимого страха, никто не осмеливался долго смотреть в глаза девочки, поражаясь и ужасаясь тому, что видел. Варвара приняла юную таинственную душу, словно поняв, что судьба наказала ее, но отказать ребенку, который словно жил в тени и молчал, было невозможно. Постепенно разговоры вокруг детской колыбели наполнялись шепотами, предсказаниями и страхами, которые опутывали жителей села словно паутина. Никто не решался объяснить, зачем именно Марфа была прислана им судьбой, однако чувство надвигающейся беды беспокоило каждого. Выросшая Марфа была уже не похожа на обычного ребенка. В ее взгляде сочетались древняя мудрость, невероятная нежность и настоящий ужас, который с трудом можно было понять и принять. Она не входила в круг детских игр и шайкушта, не играла в куклы и не участвовала в балаганах. Детям казалось, что их игрушки мертвы и лишены жизни, и они избегали подходить к ней слишком близко.
Марфа находила утешение и общение в бескрайнем ветерке и перелетных птицах, садилась часами на крыльце дома, будто внимала шепотом таинственного леса, извлекая из них тайны и загадки, которые никто иной не слышал и не желал видеть. Ее слова часто звучали странно и непонятно, словно она цитировала древние пророчества, слышанные в иных мирах, или слушала голоса предков, рассказавших ей тайные и сокровенные мысли, которые люди сами боялись признать. Уже в 4 года Марфа предсказала смерть коровы у своей соседки Ули, что сначала вызвало хихиканье и недоверие. Но потом, когда животное действительно погибло медленной и мучительной смертью, вызвало чувство ужаса и заставило поверить и сомневающихся. Ее способности видеть скрытое становились ясны с каждым днем, усиливая страх и отчуждение со стороны односельчан. Однако даже самые ярые скептики не могли отрицать тот факт, что Марфа несла в себе истинный дар. От нее исходило ощущение самой сущности тайны жизни, неизбежности и смерти. Семен Прутов, пьяница и человек, что отвергал мистику и суеверие, один из немногих, кто смеялся над Марфой, презирал ее молчание и таинственные поступки. Его смех был горьким и раздраженным, ведь в его душе жило нечто сломленное и разбитое, что он не мог признать даже самому себе. Однажды, находясь в глубоком запое и вне себя от злости, Семен обвинил Марфу во всех своих несчастьях. В падении коров, болезнях зубов, разладах в семье. Он схватил девочку за плечи, громко грозя ей и требуя признаться, что она навела на него злое проклятие. Но когда их глаза встретились, наступила такая гнетущая тишина, что, казалось, остановился целый мир. Из губ Марфы тихо, но пронзительно прозвучали слова: «Ты сам к себе все это притянул». Семену стало плохо, и на следующее утро его нашли без сознания возле старой мельницы, без единого видимого ранения, но с ужасом в глазах и клоком бороды в руке, словно он держал в ладони сам страх. Этот странный случай был лишь началом цепочки необъяснимых явлений и смертей, которые вскоре разнеслись по всему селу, заставляя людей еще больше бояться девочку с зрачками ночного чудовища. Когда же наступила смерть самой Марфы, ее тело поразило еще больше. Оно не поддавалось естественным законам тления и разложения, оставалось светлым и свежим, не меняло цвета и не остывала, как если бы девочка просто уснула, а вовсе не умерла. Вся деревня стояла в оцепенении. Никто не смел приблизиться к гробу. Даже Варвара, которая всю жизнь заботилась о ней, дрожала от страха при виде тела, боясь прикоснуться и пробудить неведомую силу. На церемонии похорон царила гнетущая атмосфера, церковь была наполнена каким-то мраком и древним, непередаваемым чувством тайны и обречения. Люди стояли молча под сводами, священник читал молитвы дрожащим голосом, но вдруг гроб неожиданно вспыхнул тихим светящимся пламенем. Без дыма, без зловония сгорания, языки огня неспешно пожирали крышку и одежду, оставляя внутри лишь пепел и обрывки материала. Толпа, пораженная и с ужасом, наблюдала за этим чудом, а потом из леса донесся пронзительный крик. На опушке показалась белая фигура девочки в развивающемся платье, словно призрак, что появился, чтобы напомнить о себе и о том, что она не ушла. Тогда все поняли. Марфа ждет чего-то очень важного, вечного и неизбежного. С тех пор события села изменились коренным образом. Люди и животные страдали от странных, необъяснимых болезней. В колодце появляются пугающие пятна, порой даже кровь вместо воды, а смерти преследовали особенно детей, с пятнами на коже и пустым взглядом, как у потерянных душ. Никто не осмеливался произносить имя Марфы вслух, стараясь избегать ночных прогулок и принося подаяние и дары в лес, где видели ее тень, холодную и одновременно манящую. Славяне издавна знали, кто умирает, но не покидает этот мир, связан долгом или незавершенным обещанием, остается между мирами. Марфа стала живым воплощением этой легенды, символом вечной борьбы света и тьмы, жизни и смерти. Ее появление стало символом перемен, испытаний, проложивших путь к поиску истины и покоя. Время от времени люди видели ее в снах, белая девушка посреди огня, взгляд которой пронзает душу каждого, кто осмелится приблизиться. Прошло около 15 лет,
прежде чем Тихон, спасенный Марфой в детстве мальчик, который теперь стал взрослым врачом, вернулся в опустевшую деревню, храня память об уникальной девочке с змееподобными глазами, как редкий и мучительный дар. Тихон пришел не спасать кого-то, а чтобы понять сущность этой истории о мести, прощении или стремлении к покою. Дом Варвары, где Марфа провела последние дни, стоял пустым и заброшенным, но именно там он нашел пожелтевший дневник, полный загадочных записей, пророчеств и символов, соединенных в загадочную нить, связывающую прошлое и будущее, стирая границы времени. Строки дневника свидетельствовали, что Марфа была сосудом для голоса из иного мира. Голоса не только тех, кто был до нее, но и тех, кто придет после. Внезапно в ночи за окном мелькнула знакомая тень. Та самая, что преследовала Тихона в детстве. Ему стало ясно. Марфа не ушла, а ждет, пока долг будет выплачен, а загадка раскрыта. В том же селе жил Алексей Тимофеевич, бывший глава, который знал о судьбе Марфы и о приближении пророчества. В молодые годы он отвернулся от девочки и ее предупреждения о катастрофе, и с тех пор его мучила совесть и страх. В ту роковую ночь он увидел в снегу босые ноги, идущие от леса к его дому. Огненные следы, что не таяли под морозом, словно выжженные самой сущностью тьмы. Его сердце билось с трепетом, душа наполнялась надвигающейся тьмой. Когда он услышал стук в дверь своей души, просил «Уйди». Но дверь медленно открылась сама. Перед ним появилась Марфа с ее проникновенным взглядом мудрости и бесконечности. Он упал на колени, понимая, прощения ему не найти. Наказание он несет каждую ночь. Когда Марфа соприкоснулась с ним взглядом, он тихо умер, оставив после себя отпечаток босой ноги и лепесток полыни с каплей слезы. Тайные знаки прощания и закрытия великой, страшной истории, которую так боялись вспоминать.